Это было отличное прикрытие. Внедриться туда в качестве картографа с картами, телескопом и мощными биноклями. Обследовать объект так же, как обследуешь неведомую Землю. Наблюдать за всем, за людьми, их разговорами, всевозможными местами. В дневнике Фоссет набросал список того, что просил его изучить британский шеф. Человек, которого он называет просто Джеймс. Особенности дорог, деревни, вода, армия и организация населения, вооружение, в том числе пистолеты, политика. Не были ли все тогдашние путешественники в каком-то смысле разведчиками, проникавшими на чужую территорию и возвращавшимися, чтобы сообщить ее секреты? В XIX веке британские власти все чаще вербовали агентов из числа первопроходцев и картографов. Это был не только удобный способ под благовидным предлогом заслать человека в другую страну. Полезно иметь агентов, умеющих собирать важную географическую и политическую информацию, которую так жаждало заполучить правительство. Британские власти превратили индийское отделение картографического отдела в настоящую разведслужбу. Составителей карт учили придумывать легенды и выбирать агентурные псевдонимы. Номер 1 – мыслитель, главный мыслитель. А проникнув в земли, запретные для жителей Запада, искусно маскироваться. В Тибете многие исследователи одевались буддийскими монахами и использовали четки для измерения расстояний. Каждая передвигаемая бусина – это 100 шагов. А молитвенные мельницы для того, чтобы прятать в них компасы и клочки бумаги для записей. Кроме того, они устраивали в своих сундучках двойное дно, чтобы укрывать там вещи покрупнее, например, секстанты. В свои паломнические чаши для сбора подаяния они наливали ртуть, необходимую для работы с искусственным горизонтом. Королевское географическое общество часто бывало осведомлено о такого рода занятиях, а то и являлось их соучастником. Среди его членов имелись бывшие и действующие шпионы, в том числе Фрэнсис Янг Хасбенд, председатель общества с 1919 по 1922 год. В Марокко Фоссет принимал участие в африканском варианте того, что Редьярд Киплинг, говоря о своего рода соревновании колониалистов за господство над Центральной Азией, называл большой игрой. В своих тайных листках Фоссет наскоро записывал, что поболтал с одним марокканским чиновником, который был битком набит сведениями. Сойдя с обычных маршрутов, пролегающих через пустыню, Фоссет попадал в края, где местные племена похищали или убивали проезжающих иноземцев. Позже он отмечал, что там необходимо одеваться по-мавритански. Но даже в этом случае путешествие сопряжено с огромным риском. Фоссету удалось попасть ко двору, чтобы собирать сведения о самом султане. «Султан молод и слабохарактерен», – писал он. «Главное для него – собственное удовольствие, и он проводит время, совершая велосипедные трюки, до которых он большой охотник, забавляясь с автомобилями, механическими игрушками, фотографическими аппаратами, бильярдной игрой, а также велосипедной охотой на кабанов, благодаря которой подкармливает свой зверинец». Всю эту информацию Фоссет передавал Джеймсу. Вернулся в Англию он в 1902 году. Это единственный случай, когда Фоссет официально выполнял роль разведчика. Однако его хитроумие и наблюдательность привлекли внимание сэра Джорджа Тобмана Голди, британского колониального чиновника, в 1905 году ставшего председателем Королевского географического общества. В начале 1906 года Голди вызвал Фоссета, который после возвращения из Марокко сменил несколько военных гарнизонов, последний из которых располагался в Ирландии. С Голди шутки были плохи. Он славился острым умом и переменчивым характером. Он почти в одиночку обеспечивал британский контроль над Нигером в 1880-1890-х годах. В свое время он шокировал викторианское общество, сбежав в Париж с гувернанткой. А кроме того, он был ярым атеистом и горячим поборником дарвиновской эволюционной теории.
он впадал в нетерпеливую ярость, сталкиваясь с чьей-то глупостью или некомпетентностью. Писал один из его биографов. Не существовало человека, который более нетерпимо относился бы к дуракам. Фоссета провели в здание Королевского географического общества для встречи с Голди, чьи синие глаза, казалось, сверлили дырки в собеседнике, по выражению одного из его подчиненных. Голди, которому было под 60, всегда носил в кармане ампулу с ядом, чтобы принять его, если он станет инвалидом или неизлечимо больным. Как вспоминает Фоссет, Голди спросил его: «Вы что-нибудь знаете о Боливии?» Когда Фоссет ответил отрицательно, Голди проговорил: «Обычно Боливию называют крышей мира. Значительная ее часть действительно покрыта горами, но к востоку от них лежат громадные пространства тропических лесов и равнин». Голди полез в свой стол и извлек огромную карту Боливии, которую и расстелил перед Фоссетом точно скатерть. «Вот, посмотрите, майор, лучшей карты страны у меня, пожалуй, и нет. Взгляните на этот район. Тут полно белых пятен». Вводя пальцем по карте, Голди объяснил: «Эта область до такой степени не исследована, что Боливия, Бразилия и Перу даже не могут договориться о своих границах и просто провели условные линии через горы и джунгли». В 1864 году пограничные споры между Парагваем и его соседями вылились в один из самых серьезных военных конфликтов в истории Латинской Америки. Погибло около половины населения Парагвая. Экономическая заинтересованность в проведении границ в Амазонии была также высока из-за огромного спроса на каучук – черное золото, которым изобиловал этот регион. Могут возникнуть серьезные междоусобицы, так как неизвестно, кому какая территория принадлежит, заявил Голди. «Все это весьма интересно», – перебил его Фоссет. «Но при чем тут я?» Голди сказал, что граничащие друг с другом страны создали специальную демаркационную комиссию, и теперь им нужен независимый наблюдатель от Королевского географического общества, который сможет нанести на карту спорные границы, начиная с района между Боливией и Бразилией, представляющего собой несколько сотен миль почти непроходимых земель. Экспедиция может занять до 2 лет, и нет гарантии, что ее участники вернутся живыми. В регионе свирепствуют болезни, а индейцы, с которыми не раз жестоко расправлялись охотники за каучуком, убивают вторгающихся к ним чужаков. «Согласились бы вы взять на себя эту задачу?» – спросил Голди. Позже Фоссет рассказывал, что в этот момент сердце у него учащенно забилось. Он подумал о своей жене Нине, которая снова была беременна, и о сыне Джеке, которому не было и 3 лет. Однако он не колебался. «Само провидение остановило на мне свой выбор, поэтому я и не мог ответить иначе». Тесный грязный трюм парохода «Панама» был битком набит, как выражался Фоссет, авантюристами, головорезами и изображающими из себя таковых старыми негодяями с лицами словно печеные яблоки. Строгий и чопорный в своем белом крахмальном воротничке, Фоссет сидел рядом со своим помощником по экспедиции, 30-летним инженером и картографом Артуром Джоном Чиверсом, которого рекомендовало ему Королевское географическое общество. Фоссет проводил время за изучением испанского, тогда как прочие пассажиры хлестали виски, плевались табачной слюной, резались в кости и валялись с корабельными шипами. «Они все были хороши на свой лад», – писал Фоссет, добавляя: «Для Чиверса и меня это служило полезным введением в сферу жизни, о которой до сего времени мы не имели ни малейшего представления. И в этом процессе познания наша английская сдержанность была сильно поколеблена». Корабль пришвартовался в Панаме, где шло строительство канала. На тот момент самая амбициозная в истории попытка человека обуздать природу. Эта стройка дала Фоссету первый намек на то, с чем ему придется столкнуться. На малу штабелями высились десятки гробов.
С тех пор, как в 1881 году началось рытье канала, более 20 тысяч рабочих умерли здесь от малярии и желтой лихорадки. В городе Панаме Фоссет сел на корабль, направляющийся в Перу, а затем отправился на поезде вверх по склонам Анд, на вершинах которых сверкал снег. Когда поезд добрался до высоты примерно в 12 тысяч футов, путешественник пересел на пароходик и пересек озеро Титикака. Как странно видеть пароходы здесь, на крыше мира. А затем втиснулся в еще один тряский состав, который перевез его через равнины и доставил в Ла-Пас, столицу Боливии. Там он больше месяца ожидал, пока правительство выделит ему несколько тысяч долларов на снаряжение и оплату путевых расходов. Сумму значительно меньшую, нежели он ожидал получить. Его нетерпение приводило к шумным ссорам с местными чиновниками, которые приходилось урегулировать британскому консулу. Наконец, 4 июля 1906 года они с Чиверсом готовы были отправиться в путь. Они навьючили мулов чаем, сгущенным молоком, сухим супом Эдвардс, сардинами в томатном соусе, лимонадным порошком, печеньем с орехами колы, которое, если верить советам путешественникам, оказывает феноменальное действие, поддерживая силы при длительном их напряжении. Кроме того, они взяли с собой картографическое и геодезическое оборудование, винтовки, альпинистские веревки, мачете, гамаки, москитные сетки, сосуды для сбора образцов, рыболовные лески, стереоскопический фотоаппарат, лоток для мытья золота, а также подарки для туземцев, к примеру, бисер. В аптечке имелись марлевые бинты, йод для смазывания комариных укусов, перманганат калия для промывки овощей или ран, нанесенных стрелами, складной нож для вырезания участков, пораженных укусами ядовитых змей или гангреной, опиум. В свой рюкзак Фоссет положил издание советов путешественникам и дневник, а также любимые стихи, для того, чтобы перечитывать их там, в диких краях. Он часто брал с собой исследователя Редьярда Киплинга. «Что-то сокрыто, найди же, смело за грань загляни. То, что пропало за гранью, ждет тебя. Встань и иди». Фоссет с Чиверсом перевалили через Анды и начали спускаться в джунгли. Фоссет в габардиновых бриджах, кожаных башмаках, ковбойской шляпе и шелковом шарфе на шее, в своем обычном наряде путешественника, пробирался по краю утесов, под которыми были пропасти глубиной в сотни футов. Они шли сквозь снежные бураны. Видимость была всего несколько футов. Но они слышали, как из-под копыт их вьючных животных выскакивают камни и сыплются в ущелье. Ветер свистел вокруг горных пиков высотой 20 тысяч футов. И трудно было поверить, что они направляются в джунгли. От высоты у них кружилась голова. Их тошнило. Животные, спотыкаясь и задыхаясь, брели вперед. Из-за нехватки кислорода у них из носа текла кровь. Много лет спустя, пробираясь по таким же горам, Фоссет потерял половину из своих 24 мулов. Вьюг задевал за скалу, сбивал мула, и он с ревом летел в пропасть, писал он. Один раз Фоссет и Чиверс случайно набрели на пешеходный мостик, канаты и дощечки, сделанные из пальмы сабаль. Он пересекал пропасть шириной в 100 ярдов и бился на ветру точно порванный флаг. Мулы боялись по нему идти, и им пришлось завязать глаза. Уговорив их перебраться на ту сторону, путники двинулись вниз по склону, среди скал и утесов, замечая первые признаки растительности – магнолию и чахлые деревца. На уровне 3000 футов, где уже ощущалось тепло, они видели корни и вьющиеся растения, карабкавшиеся по горному склону. А потом Фоссет, мокрый от пота, с изумлением увидел перед собой долину с деревьями в форме пауков, парашютов, облаков дыма, с потоками, извивавшимися должно быть на протяжении 1000 миль, с пологом джунглей настолько темным, что он казался черным. И это была она, Амазония.
Фоссет и Чиверс в конце концов бросили своих вьючных животных, сделав из бревен и веревок плот и отправившись на нем в плавание к амазонскому фронтиру. Кучке крошечных городков вроде Доджа с издевательскими названиями «Надежда» или «Прекрасная деревня». Эти городки за последнее время втиснули в джунгли те поселенцы, что прорубали лес, подпав под очарование Оро-Негро – черного золота. Христофор Колумб первым сообщил о том, что видел, как индейцы бросают отскакивающий от земли шарик, сделанный из странного клейкого вещества, сочащегося из тропических деревьев. Но лишь в 1896 году, когда Бенджамин Франклин Гудрич изготовил первые в Соединенных Штатах автомобильные шины, каучуковая лихорадка охватила Амазонию. Территорию, практически обладавшую монополией на добычу высококачественного латекса. В 1912 году одна только Бразилия экспортировала каучука более чем на 30 миллионов долларов. Сегодняшний эквивалент – почти $500 миллиарда. Каучуковые бароны превратили Манаус, расположенный на Амазонке, в один из самых безвкусно шикарных городов мира. В своем стремлении к роскоши они доходили до абсурда, отмечает в своей «Амазонке» историк Робин Фурне. Если один каучуковый барон приобретал гигантскую яхту, другой заводил у себя на вилле ручного льва, а третий купал свою лошадь в шампанском. Роскошнее всего было здание оперы. С итальянским мрамором, богемским стеклом, золочеными ложами, хрустальными люстрами, викторианскими стенными росписями и куполом, окрашенным в цвета национального флага. Предварительно сконструированный в Европе и обошедшийся налогоплательщикам в 10 миллионов долларов, оперный дворец был по частям отправлен вверх по Амазонке, преодолев более 1000 миль. После чего рабочие, трудившиеся круглосуточно, собирали его, пользуясь по ночам первыми в Бразилии электрическими лампочками. И не важно, что почти никто в Манаусе никогда не слышал Пучини, и что больше половины гастролирующей здесь оперной труппы умерла от желтой лихорадки. Это был апофеоз каучукового бума. Перспектива разбогатеть влекла тысячи безграмотных рабочих в этот дикий край, где их быстро закабаляли каучуковые бароны, обеспечивавшие их транспортом, едой, оборудованием и кредитом. Привязав на лоб шахтерскую лампу, охотник за каучуком прорубался сквозь джунгли, трудясь от зари до зари, разыскивая деревья каучуконосы. А потом, вернувшись в лагерь, страдая от голода и лихорадки, часами сгорбившись сидел у костра, вдыхая ядовитый дым, на особом вертеле спекая латекс до загустения. Иногда уходило несколько недель на то, чтобы изготовить один единственный резиновый шар, достаточно большой, чтобы его можно было продать. И долг при этом удавалось выплатить редко. Бесчисленные добытчики каучука гибли от голода, дизентерии и других болезней. Бразильский писатель Эуклидес да Кунья писал, что эта система отличалась самой преступной организацией труда из когда-либо созданных человеком. Он отмечал, что добытчик каучука воплощает собой грандиозное противоречие. Это человек, работающий для того, чтобы себя же обратить в раба. Первым городком на фронтире, куда попали Фоссет и Чиверс, был Рурренабаке, располагавшийся на северо-западе Боливии. На карте Фоссета город был обозначен прописными буквами. В действительности же представлял собой, можно сказать, просто полоску грязи с бамбуковыми хижинами, над которыми кружились грифы. «Я был крайне разочарован», – писал Фоссет в дневнике, и начинал осознавать, насколько примитивен этот речной край. Эта территория находилась в отдалении от любой центральной или местной власти. В 1872 году Боливия и Бразилия предприняли попытку провести через здешние джунгли железную дорогу. Однако от болезней и нападений индейцев полегло столько рабочих, что проект стали именовать «Дорогой мертвецов». Поговаривали, что за каждую шпалу положил жизнь один человек.
Когда более 3 десятилетий спустя сюда прибыл Фоссет, дорогу все еще строили. Этим занималась третья по счету компания, однако было проложено лишь 5 миль пути, идущего, как выразился Фоссет, из ниоткуда в никуда. Поскольку амазонский фронтир был столь удален от цивилизации, здесь властвовали свои законы, и американский Дикий Запад, как заметил один из исследователей, выглядел по сравнению с этими местами чинным, точно молитвенное собрание. Британский путешественник, проезжавший через этот край в 1911 году, вспоминал, как один из местных жителей сказал ему: «Правительство? Что это такое? Мы тут знать не знаем никакого правительства». Этот регион стал настоящим раем для бандитов, беглых преступников и авантюристов, носивших по пистолету на каждом боку, со скуки ловивших ягуаров своим лассо и убивавших без особых колебаний. Забираясь все дальше вглубь этого мира, Фоссет и Чиверс достигли отдаленного форпоста под названием Риберальта. Там Фоссет заметил судно, причаливавшее к берегу. Один из рабочих крикнул: «Вон скот везут!» И Фоссет увидел надсмотрщиков с кнутами, выволакивавших 3 десятка индейских мужчин и женщин, скованных цепью, на берег, где покупатели начинали их осматривать. Фоссет спросил у таможенника, кто это. «Рабы», — ответил тот. Потрясенный Фоссет узнал, что поскольку многие добытчики каучука погибают в джунглях, каучуковые бароны, стремясь восполнить нехватку рабочей силы, направляют вооруженные отряды в лес, чтобы захватывать аборигенов, обращая их в рабство. Так, в одном из районов на перуанской реке Путумайо обращение с индейцами было настолько вопиющим, что британское правительство начало расследование, в ходе которого выяснилось, что виновные преспокойно продавали акции своей компании на лондонской бирже. Были собраны доказательства, подтверждавшие, что перуанская амазонская компания практически осуществляла геноцид в попытке усмирить и обратить в рабство туземное население. Она кастрировала и обезглавливала индейцев, обливала их бензином и поджигала, распинала их, подвесив вниз головой, избивала, калечила, морила голодом, топила, скармливала собакам. Кроме того, приспешники каучуковых баронов насиловали местных женщин и девушек и разбивали головы детям. В некоторых местах вонь от множества разлагающихся трупов жертв такова, что эти участки приходится на время покидать, отмечает инженер, посетивший край, который мрачно называли раем для дьявола. По оценкам сэра Роджера Кейсмента, британского генерального консула, руководившего расследованием, от рук одной только этой каучуковой компании погибло около 30 тысяч индейцев. Британский дипломат заключал: «Не будет преувеличением сказать, что информация касательно методов, использовавшихся при сборе каучука представителями данной компании, показывает, что эти методы намного чудовищнее любых подобных приемов, о которых сообщалось цивилизованному миру за прошедшее столетие». В 1912 году, задолго до того, как доклад Кейсмента стал достоянием общественности, Фоссет рассказывал об этих зверствах в редакционных статьях, публикуемых в британских газетах, и на встречах с правительственными чиновниками. Однажды он назвал работорговцев дикарями и подонками. Более того, он понимал, что каучуковая лихорадка сделала его собственную экспедицию гораздо труднее и опаснее. Даже дружелюбно настроенные племена теперь стали относиться к чужакам враждебно. Фоссету рассказывали об отряде из 80 человек, в котором столько человек было убито отравленными стрелами, что остальные прервали путь и ретировались. Других путешественников находили зарытыми по пояс в землю. Их живьем оставляли на растерзание огненным муравьям, личинкам и пчелам. В журнале Королевского географического общества Фоссет писал, что извращенная политика, породившая работорговлю и открыто поощрявшая безжалостное уничтожение индейцев-аборигенов, многие из которых отличаются весьма развитым умом,
побудила индейцев к кровавой мести чужеземцам и представляет собой одну из величайших опасностей при изучении Южной Америки. 25 сентября 1906 года Фоссет вышел из Риберальты вместе с Чиверсом в сопровождении 20 смельчаков-добровольцев, настоящих деспирадо, и туземных проводников, которых он завербовал на фронтире. Среди них был старатель с Ямайки по фамилии Уиллис, который, несмотря на пристрастие к спиртному, был превосходным поваром и рыболовом. Он мог унюхать пищу и питье, как собака вынюхивает зайца, шутил Фоссет. А также бывший боливийский офицер, который свободно говорил по-английски и мог служить переводчиком. Фоссет постарался, чтобы все уяснили себе, на что идут. Каждый, кто там, в глубине джунглей, сломает себе руку или ногу, либо заболеет, едва ли сумеет выжить. Попытка же вынести оттуда пострадавшего поставит под угрозу благополучие всего отряда. Логика джунглей предписывала оставить его. Или, как мрачно выражался Фоссет, у него есть выбор – пилюли опиума, смерть от голода, либо пытки, если его найдут дикари. На нескольких каноэ, которые они выдолбили из стволов деревьев, Фоссет и его люди плыли по петляющей реке на запад, намереваясь преодолеть около 600 миль вдоль условной границы между Бразилией и Боливией. Река была местами забаррикадирована упавшими в воду деревьями, и со своих каноэ Чиверс и Фоссет пытались прорубиться сквозь них с помощью мачете. Пираньи водились здесь в изобилии, и путешественники, соблюдая осторожность, старались не касаться пальцами поверхности воды. Теодор Рузвельт, занимавшийся исследованиями одного из притоков Амазонки в 1914 году, называл пиранью самой свирепой рыбой на свете и добавлял: «Они растерзают и сожрут живьем любого раненого человека или зверя, так как кровь, попавшая в воду, приводит их в выступление. С короткой морды глядят ненавидящие глазки и щерятся жадные, устрашающего вида челюсти. Это воплощение злобной ярости». Во время купания Фоссет опасливо проверял, нет ли у него на теле нарывов или царапин. Он говорил, что в первый раз, когда он переплывал реку, у него неприятно засосало под ложечкой. В придачу к пираньям он опасался рыбок кандиру и электрических угрей или пурак. Последние, длиной футов 6, с плоской головой и глазами, которые, казалось, сидят почти на верхней губе, были своего рода живыми батареями. Они пропускали через тело своей жертвы ток напряжением до 650 вольт. В резервуаре с водой они способны были убить электрическим разрядом лягушку или рыбу, даже не прикасаясь к ней. Немецкий ученый и путешественник Александр фон Гумбольдт, странствовавший вдоль реки Оренока в бассейне Амазонки в начале XIX века, как-то раз с помощью индейцев с гарпунами завел 30 лошадей и мулов в болотце, полное электрических угрей, чтобы посмотреть, что будет. Лошади и мулы, гривы дыбом, горящие глаза, стали в ужасе пятиться, когда угри окружили их. Некоторые лошади пытались выпрыгнуть из воды, но индейцы загоняли их гарпунами обратно. В считанные секунды 2 лошади утонули, а остальным животным в конце концов удалось прорвать кольцо индейцев. Они выбрались на берег и в изнеможении свалились на землю. Один удар угря достаточен, чтобы парализовать человека и отправить его на дно. Однако электрический угорь имеет обыкновение повторять удары, чтобы поразить свою жертву наверняка, писал Фоссет. Он заключал: «Человек в этих краях должен действовать, не надеясь на эпитафию, действовать хладнокровно, зачастую после только что разыгравшейся трагедии». Однажды Фоссет заметил что-то у берега медленно текущей реки. Сначала ему показалось, что это упавшее в воду дерево, но потом оно стало приближаться к каноэ. Дерево было крупнее электрического угря, и, увидев его, спутники Фоссета завопили. Фоссет поднял винтовку и продолжал стрелять, пока воздух не наполнился пороховым дымом. Когда существо перестало шевелиться,
они подплыли к нему на каноэ. Это была анаконда. В своих докладах Королевскому географическому обществу Фоссет настойчиво утверждал, что она длиннее 60 футов. «Гигантские змеи!» – обычный кричащий заголовок в тогдашней британской прессе. Хотя большая часть анаконды оставалась под водой, и она явно была меньше. Самая длинная из официально измеренных анаконд – 27 футов 9 дюймов. При такой длине анаконда может весить больше полутонны и благодаря своим эластичным челюстным мышцам целиком заглатывает оленя. С опаской глядя на неподвижную змею, Фоссет достал нож. Он попытался отрезать кусочек ее кожи, чтобы положить его в банку для образцов. Но когда он сделал надрез, анаконда дернулась и устремилась на Фоссета и компанию, заставив их в ужасе обратиться в бегство. Экспедиция продвигалась вперед, и ее участники во все глаза смотрели в джунгли. Это было одно из самых мрачных путешествий, которые я когда-либо предпринимал. Река была угрожающе спокойной. Слабое течение и глубокая вода словно предвещали беды впереди. Писал Фоссет через несколько месяцев после того, как покинул Риберальту. Демоны притоков Амазонки вырвались на свободу, заявляя о своем присутствии низко нависшими небесами, проливными дождями и насупленными стенами леса, стоявшего по берегам. Фоссет поддерживал в экспедиции строгий распорядок дня. По словам Генри Костина, бывшего британского капрала, позже несколько раз путешествовавшего с Фоссетом, кто-нибудь всякий раз будил с первыми лучами солнца весь отряд. Этого человека называли дежурным по побудке. Затем все спешили к реке, умывались, чистили зубы и собирали вещи, пока другой дежурный, отвечавший за завтрак, разводил костер. «Мы жили просто», – вспоминал Костин. Завтрак обычно состоял из овсянки, сгущенного молока и большого количества сахара. Через считанные минуты все уже отправлялись в путь. Собирание многообразных данных для докладов, представляемых Фоссетом в Королевском географическом обществе, включая геодезическую и картографическую информацию, зарисовки ландшафта, барометрические и температурные измерения и составление каталогов флоры и фауны, требовало изнурительной работы, и Фоссет трудился, не покладая рук. «Бездеятельность – вот что было для меня невыносимо», – как-то заметил он. Казалось, джунгли усилили главные черты его натуры – храбрость и выносливость наряду со вспыльчивостью и нетерпимостью к чужой слабости. Он разрешал своим людям делать лишь короткий перерыв на обед, когда им удавалось перекусить галетами, а остальное время они должны были постоянно идти вперед, в общей сложности до 12 часов в день. Перед самым заходом солнца он, наконец, давал сигнал разбить лагерь. Уиллис, повар, отвечал за приготовление ужина и добавлял в порошковый суп тех животных, которых отряду удалось добыть. Голод все превращал в деликатес. Броненосцев, пресноводных скатов, черепах, анаконд, крыс. «Обезьян здесь охотно употребляют в пищу», – отмечал Фоссет. «Мясо их довольно вкусное. Но сама идея на первых порах отвращала меня, так как, когда их растягивали над костром, чтобы полить шерсть, они были удивительно похожи на людей». Начав продвигаться по джунглям, Фоссет и его люди стали более уязвимыми для хищников. Однажды стадо белогубых диких свиней пикари ринулось на Чиверса и переводчика, которые стали палить из своих ружей наобум, а Уиллис забрался на дерево, чтобы его не подстрелили собственные спутники. Смертельно опасно было даже касаться некоторых лягушек. Так, лягушка ужасный листолаз, обитающая в колумбийской Амазонии, содержит в себе достаточно яда, чтобы убить 100 людей. Однажды Фоссет наступил на коралловую змею, чей яд парализует центральную нервную систему человека, вызывая смерть от удушья. Фоссет поражался. В Амазонии животное царство настроено против человека, как нигде в мире. Но больше всего Фоссета и его спутников беспокоили не крупные хищники, а неутомимые насекомые. Муравьи Сауба, способные за одну ночь обратить одежду и рюкзаки путешественников в труху. Клещи, в
впивающиеся точно пиявки. Еще одна напасть. И красные мохнатые песчаные блохи, пожирающие человеческую плоть. Многоножки, брызжущие цианидом. Черви-паразиты, вызывающие слепоту. Местные оводы, протыкающие яйцекладом одежду и откладывающие под кожу яйца, из которых потом вылупляются личинки, буравящие тело. Почти невидимые кусачие мошки-пиумы, из-за которых на теле у путешественников не было живого места. А еще целующие жучки, кусающие жертву в губы, тем самым передавая ей простейшее под названием трипаносома крузи. 20 лет спустя человек, считавший, что выбрался из джунглей целым и невредимым, начинал умирать от опухоли сердца или мозга. Но опаснее всего были москиты. Они служили разносчиками чего угодно, от малярии до сокрушающей кости лихорадки, от слоновой болезни до желтой лихорадки. Москиты представляют собой главную и почти единственную причину, по которой Амазония остается фронтиром, который еще предстоит завоевать, писал Уиллард Прайс в своей книге 1952 года «Диковинная амазонка». Фоссет и его спутники заворачивались в сетки, но и этого было недостаточно. «Мошки набрасывались на нас тучами», – писал Фоссет, «и мы были вынуждены закрыть с обеих сторон лодочный навес из пальмовых листьев сетками от комаров и надеть на комарники. Несмотря на все эти защитные меры, наши руки и лица вскоре покрылись множеством крошечных, зудящих, кровяных волдырей. При этом палварины, настолько мелкие насекомые, что они напоминали порошок, прятались в волосах у Фоссета и его компаньонов. Нередко путешественники не могли думать ни о чем, кроме насекомых. Они постепенно научились отличать их по писку, издаваемому крыльями, трущимися друг от друга. Табаны появлялись поодиночке, но сейчас же объявляли о своем присутствии. «Казалось, будто в вас втыкается иголка», – отмечал Фоссет. Как показывает дневник натуралиста, позже участвовавшего в одной из экспедиций Фоссета, насекомые мучили путешественников, доводя их почти до безумия. 20 октября. Атакованы в гамаках крошечными мошками не более 1/10 дюйма в длину. Москитные сетки не защищают. Мошки кусают всю ночь, не давая спать. 21 октября. Еще одна бессонная ночь из-за комаров-кровососов. 22 октября. Мое тело сплошь волдыри от укусов насекомых. Запястья и кисти рук распухли от укусов крошечных комаров. 2 ночи почти без сна. Просто ужасно. Дождь весь день, весь вечер и почти всю ночь. Мои башмаки как промокли с самого начала, так и не высыхали. Самые жуткие клещи за все время. 23 октября. Чудовищная ночь с самыми мерзкими кусачими комарами. Даже дым не помогает. 24 октября. Серьезно болен из-за этих насекомых. Запястья и кисти рук распухли. Мажем конечности йодом. 25 октября. Поднялись, чтобы обнаружить термитов, заполнивших все, что лежит на земле. Кровососущие комары по-прежнему с нами. 30 октября. Пчелы, летящие на запах пота, комары и палварины, кровососущие комары, ужасны. 2 ноября. В правом глазу у меня все ужасно мутится из-за комаров. 3 ноября. Пчелы и комары чудовищнее, чем прежде. Воистину, нет мира уставшим. 5 ноября. Мое первое столкновение с пчелами, пожирающими живую плоть, и падаль. Тучи кусачих комаров. Такого мы еще не видели. Они делают пищу невозможной для еды, наполняя ее своими омерзительными телами. Брюшко у каждого красное, разбухшее от нашей крови. Это отвратительно. Через полгода после начала экспедиции большинство ее участников, в том числе и Чиверс, страдали от лихорадки. Их мучила ненасытная жажда, раскалывающие череп головные боли и неудержимая дрожь. Мышцы у них дрожали так сильно, что мешали ходить.
почти все они заразились желтой лихорадкой или малярией. При желтой лихорадке больше всего опасались, когда больной начинал выплевывать пригоршни крови, так называемая черная рвота. Это означало, что смерть близка. В случае же малярии, которой, по некоторым оценкам, были в то время заражены свыше 80% работавших в бассейне Амазонки, у больного иногда начинались галлюцинации, после чего он мог впасть в состояние комы и умереть. Однажды Фоссет плыл на лодке, 4 из пассажиров которой заболели и вскоре умерли. Взяв весла, он помог вырыть им могилы на берегу. Единственным надгробным памятником им, по словам Фоссета, стали 2 ветки, сложенные крест-накрест и перевязанные травой. Однажды утром Фоссет заметил цепочку каких-то отпечатков на илистом берегу. Он наклонился, чтобы осмотреть их. Это были следы человека. Фоссет обыскал близлежащий лес и обнаружил сломанные ветви и примятые листья. Их выслеживали индейцы. Фоссету говорили, что по берегам реки Абунан обитают индейцы Пакауара, которые, по слухам, похищают всех проходящих чужаков и уносят их в глубину леса. О 2 других племенах – Парентинтин, жившем севернее, и Каничана, обитавшем на южных равнинах Мажо, поговаривали, что они людоеды. Один миссионер в 1781 году писал: «Когда каничана ловят пленников во время своих войн, они либо вечно держат их в рабстве, либо жарят их, дабы пожрать на своих пирах. Из черепов убитых они делают чаши для питья». Хотя западные люди были в свое время чересчур увлечены самой идеей людоедства, Ричард Бёртон вместе с некоторыми друзьями даже устраивал регулярные вечеринки – клуб каннибалов. И часто преувеличивали его масштабы, стремясь оправдать завоевание аборигенов. Нет никаких сомнений, что некоторые амазонские племена его практиковали, будь то в ритуальных целях или из мести. Гуаяки, практиковавшие ритуальный каннибализм по отношению к умершим соплеменникам, четвертовали тела покойников бамбуковым ножом, отсекая голову и конечности от туловища. Голову и кишки готовят по иному рецепту, нежели мышечные ткани или внутренние органы, объяснял антрополог Пьер Кластер, который в начале 1960-х некоторое время изучал это племя. Голову сначала тщательно бреют, затем варят в глиняных горшках, точно так же, как и кишки. Что же касается годных в пищу мышц и внутренних органов, то их помещают на большую деревянную жаровню, под которой разведен огонь. Мясо медленно поджаривается, и жар вытапливает жир, который постепенно собирают с помощью кото – щетки. Когда мясо считается готовым, его делят между всеми присутствующими. То, что не съедается на месте, оставляют в корзинах у женщин и используют в пищу на следующий день. Что касается костей, то их разламывают и высасывают из них мозг, до которого особенно лакомы женщины. Из-за пристрастия гуаяки к человеческой плоти сами они именуют себя Аче-Кирава – гуаяки – поедатели человечьего жира. Фоссет изучал окружающий лес, высматривая индейских воинов. Амазонские племена умели выслеживать и преследовать врагов. Некоторые любили заранее оповестить о нападении, но большинство предпочитало использовать лес в качестве дополнительного прикрытия. Они разрисовывали тела и лица черным древесным углем и красным соком ягод и фруктов. Их оружие, духовые трубки и луки, разило безмолвно, не давая жертве времени убежать. Были такие племена, из-за которых лес делался особенно опасным для Фоссета и его людей. Эти индейцы смазывали концы стрел смертоносным ядом пресноводных скатов и лягушек-древолазов, или же использовали кусачих муравьев-солдат, чтобы залечить свои ранения во время битвы. Напротив, у Фоссета и его отряда не было никакого опыта жизни в джунглях. Они были, как признался Костин во время своего первого путешествия, желторотыми новичками. Большинство больны, истощены и голодны. Идеальная добыча.
В эту ночь Фоссет и его люди находились в крайнем напряжении. Перед тем, как тронуться в путь, Фоссет заставил каждого согласиться, казалось бы, с самоубийственным приказом. Они не должны стрелять в индейцев ни при каких обстоятельствах. Когда в Королевском географическом обществе узнали о распоряжениях Фоссета, один из его членов, знакомый с особенностями региона, предупредил, что этот метод может способствовать массовой расправе. Фоссет соглашался, что его подход, не опирающийся на насилие, сопряжен с безумным риском. Однако он заявлял, что выбор такого метода продиктован не только соображениями нравственности. Для небольшого отряда, который туземцы легко могут одолеть благодаря численному перевесу, это единственный способ продемонстрировать свои дружественные намерения. И вот потрескивал костерок. Все лежали в гамаках и вслушивались в неумолкающий шум леса. Путешественники пытались распознать каждый звук. Вот орех упал в реку. Вот трутся друг от друга сучья деревьев. Вот зудят москиты. Вот ревет ягуар. Вдруг им показалось, что в джунглях все замолкло, и тут темноту прорезал какой-то скрип. Сами они не могли никого разглядеть, но знали, что их могут увидеть. Очень неприятно все время знать, что за каждым твоим движением наблюдают, и почти совсем не видеть тех, кто за тобою следит, писал Фоссет. В один из таких дней лодки достигли череды порогов. Лоцман вышел на берег и отправился вглубь леса, чтобы найти, где их можно обогнуть. Прошло уже много времени, но от него не было ни слуху, ни духу. Так что Фоссет вместе с несколькими своими людьми отправился на поиски. Они прорубались сквозь джунгли на протяжении полумили и вдруг набрели на тело лоцмана, пронзенное 42 стрелами. Ими стала овладевать паника. Однажды, когда лодки подошли к череде порогов, Уиллис вдруг закричал «Дикари!» И в самом деле, те стояли на берегах. Их тела были сплошь раскрашены, писал Фоссет, добавляя, мочки их ушей были оттянуты так, что свободно свисали. Из ноздрей торчали иглы дикобраза. Он попытался установить с ними контакт, но остальные, находившиеся в лодке, стали кричать и яростно грести прочь. Индейцы навели свои 6-футовые луки и стали пускать в них стрелы. Одна из них с каким-то злобным чмоканьем пробила борт лодки. Доску толщиной в 1,5 дюйма, сообщает Фоссет. Затем лодка понеслась по стремнинам, на время оставив племя позади. Еще до этого столкновения Фоссет видел, что его люди все больше расклеиваются, особенно Чиверс. Фоссет заметил, что он начал сдавать и решил, освободив Чиверса от его обязанностей, вместе с несколькими другими участниками экспедиции отправить его обратно на фронтир. Между тем 2 его людей умерли от лихорадки. Сам Фоссет тосковал по своей семье. «Какого же надо свалять дурака?» – недоумевал Фоссет, чтобы сменить комфорт его прежней армейской службы на подобные условия. В его отсутствие родился его 2-й сын, Брайан. «Я испытывал сильное искушение отказаться от продолжения экспедиции и вернуться домой», – признавался Фоссет. Однако, в отличие от своих спутников, Фоссет чувствовал себя хорошо. Он страдал от голода и лишений, но кожа у него не пожелтела, температура оставалась нормальной и его не рвало кровью. Позже Джон Келти, секретарь Королевского географического общества, написал жене Фоссета: «Я не понимаю, как он мог выжить, разве что он обладает исключительной конституцией». Фоссет отмечал, что в этих краях здоровый человек считался уродом, исключением, чем-то из ряда вон выходящим. Несмотря на свое страстное желание вернуться домой, Фоссет вместе с Уиллисом и переводчиком продолжал геодезические и картографические исследования границы между Боливией и Бразилией, прорубаясь в джунгли все дальше и дальше, миля за милей. В мае 1907 года он прошел весь маршрут и представил результаты своей экспедиции членам Южноамериканской демаркационной комиссии и Королевскому географическому обществу.
те восприняли их с недоверием. Фоссет заново прочертил границы в Южной Америке и проделал это почти на год раньше намеченного срока.